Привет всем! Бывают ночи, которые навсегда останутся в истории мировой музыки. Ночи, когда тысячи голосов сливаются в одну песню, когда небо наполняется огнями, и когда каждая секунда кажется такой драгоценной для каждого, кто это видит. Одна из таких ночей произошла во Франции в 2026 году, когда BTS провели очередной грандиозный концерт, объединивший миллионы сердец со всего мира. С раннего утра атмосфера вокруг стадиона превратилась в море фиолетового цвета. Ирма из Франции, Южной Кореи, России, Японии, США, Индонезии, Бразилии, Мексики и различных европейских стран начали заполнять улицы Парижа. Многие из них приехали за несколько дней, чтобы ощутить атмосферу долгожданного концерта. Флаги BTS развивались в разных уголках города. Песни BTS можно было услышать из кафе, парков и даже из длинных очередей вокруг места проведения концерта. Многие фанаты были одеты в одежду в стиле своей любимой эпохи, несли Army Bumps и баннеры с посланиями поддержки 7 участников группы. Когда солнце начало садиться за парижское небо, атмосфера стала еще более волшебной. Тысячи армейских бомб одновременно загорелись, создав море прекрасного фиолетового света. Ликование публики разносилось по всему стадиону, а на гигантских экранах начался обратный отсчет до начала концерта. И, наконец, долгожданный момент настал. Один за другим участники BTS появлялись на сцене с харизматичными выступлениями. Крики публики мгновенно наполнили стадион, словно весь Париж дрожал в ожидании их появления. Однако, как обычно, внимание многих фанатов было также сосредоточено на двух фигурах, известных годами своей необыкновенной сценической химией – Ким Тэхёне, также известном как Ви, и Чон Чингуке. С самой первой песни они сразу же продемонстрировали исключительный профессионализм. Ви исполнил песню своим характерным баритоном, а Чингук покорил публику своим стабильным вокалом, неукротимой энергией и сценическим присутствием, которое всегда оживляло атмосферу. Каждое движение их хореографии было выполнено с точностью. По мере смены построения от одной песни к другой, Ви и Чингук часто располагались близко друг к другу в рамках хореографии. Такие моменты сразу же встречались восторженными аплодисментами фанатов, которым нравилось, как все участники BTS поддерживали друг друга на сцене. К середине концерта атмосфера стала более эмоциональной. Более спокойные песни превратили ранее ревущий стадион в море огней, покачивающихся в такт музыки. Тысячи фанатов подпевали, создавая поистине трогательную картину. Когда камеры стадиона сфокусировались на лицах участников, их улыбки были искренними. Ви махал рукой в разные стороны стадиона, а Чингук постоянно приветствовал фанатов в каждом уголке площадки. Эти простые взаимодействия заставили зрителей почувствовать себя по-настоящему ценными. В нескольких моментах выступления Ви и Чингук также, казалось, очень хорошо координировали свои действия, меняя позиции в соответствии с хореографией. Как участники группы, выступающие вместе уже много лет, они демонстрировали естественную слаженность и слаженность командного выступления. Крики публики становились все громче с исполнением таких хитов, как Acid Rap, Butter, Dynamite, Run BTS, Idol и других любимых песен. Каждая композиция дарила разную энергию, от взрывных моментов до эмоциональных сцен, которые довели многих фанатов до слез. Во время концерта участники также обратились к EMA, выразив благодарность за их неизменную поддержку на протяжении многих лет. Ви выразил благодарность за возможность снова увидеть своих поклонников во Франции, а Чингук рассказал, как сильно он скучал по тем моментам, когда весь стадион пел вместе. Этот вечер действительно продемонстрировал, что связь между BTS и EY строится на музыке, упорном труде и долгом совместном пути. Когда концерт подошел к концу, тысячи Army Bomb снова засияли ярче, чем когда-либо. Фейерверки озарили парижское ночное небо, а все участники BTS стояли плечом к плечу на главной сцене. Они улыбнулись друг другу, помахали руками и поблагодарили десятки тысяч болельщиков, заполнивших стадион. Концерт 2026 года во Франции стал не только великолепным музыкальным зрелищем, но и напоминанием о том, что BTS продолжают объединять миллионы людей своей музыкой. Для многих фанатов тот вечер навсегда останется одним из самых эмоциональных и запоминающихся концертов в карьере BTS.
И когда свет стадиона начал медленно гаснуть, стало совершенно ясно одно – музыка, возможно, и прекратилась на ночь, но воспоминания, созданные в Париже, навсегда останутся в сердцах Хэвэй по всему миру. После теплого приветствия фанатов концерт возобновился с постоянно нарастающей энергией. Музыка заполняла каждый уголок стадиона, а освещение менялось в ритме песен. Каждый переход от одной песни к другой сопровождался непрерывными аплодисментами, как будто десятки тысяч человек хотели убедиться, что участники BTS почувствовали глубину своей любви в тот вечер. Чингук вернулся на передний план сцены, когда началось вступление к следующей песне. Он уверенно держался на сцене, бегая слева направо и постоянно взаимодействуя с фанатами. Его широкая улыбка вызывала улыбки на лицах тысяч людей, а каждый раз, когда большая камера фокусировалась на его лице, стадион взрывался ликующими криками. Тэхён, с другой стороны, выступал со своим фирменным обаянием. Ему не нужно было совершать никаких экстравагантных движений, чтобы привлечь внимание. То, как он ходил, улыбался и пел каждую строчку песни, было достаточно, чтобы очаровать весь стадион. Золотистые прожекторы, освещавшие его, создавали теплую атмосферу, как будто вся аудитория была сосредоточена на нем. Однако особенным этот вечер сделали не только их индивидуальные выступления. Это было единство участников BTS, которое еще раз продемонстрировало, почему они остаются одной из самых популярных групп в мире. Каждая смена состава была безупречной. RM несколько раз руководил взаимодействием с публикой, Джин излучал свою жизнерадостную энергию, отпуская шутки, Шуга был спокоен, но харизматичен, Чимин продемонстрировал элегантный танцевальный номер, Джей Хоуп продолжал зажигать стадион своей невероятной энергией, а Тэхён и Чингук дополняли выступление своими мощными вокальными данными и сценическим обаянием. Когда музыка перешла в более спокойную часть, на гигантском светодиодном экране начали демонстрироваться различные художественные визуальные образы, изображающие путь BTS за эти годы. Многие фанаты начали поднимать свои арми-бомбы еще выше. Фиолетовый свет заполнил стадион, создавая сцену, которую почти невозможно описать словами. Чингук несколько раз останавливался, чтобы полюбоваться видом. Он оглядел стадион с улыбкой, а затем кивнул головой, как бы благодаря всех присутствующих. Тэхён сделал то же самое. Он медленно повернулся, рассматривая каждую освещенную трибуну. Он несколько раз помахал зрителям наверху стадиона. Несмотря на расстояние, он все еще старался уделять внимание всем фанатам. Крики становились все громче, а камеры стадиона поочередно показывали лица участников группы. Тысячи людей скандировали их имена одно за другим: Ким Тэхён, Чон Чингук. Голоса эхом разносились по залу. В следующей песне хореография снова вышла на первый план. Все участники двигались в идеальном единстве. Каждый шаг, каждый поворот и каждая смена позиции были выполнены с точностью, демонстрирующей их многолетний опыт совместных выступлений. Несколько раз Тэхён и Чингук располагались близко друг к другу в соответствии с хореографией. Эти моменты тут же встречались аплодисментами фанатов. Однако больше всего завораживала не их близость, а то, как они, казалось, понимали ритм друг друга на сцене без необходимости в излишних жестах. Будучи участниками группы, они выступали вместе на сотнях концертов по всему миру. Их естественная координация была очевидна. Когда Чингук двигался к передней части сцены, Тэхён тут же двигался в том же направлении, согласно хореографии. Переходы были настолько плавными, что все выступление казалось безупречным. После окончания песни 7 участников собрались в центре сцены, чтобы обратиться к фанатам. RM начал разговор со слов благодарности по-французски, что тут же вызвало бурные аплодисменты. Затем Джин рассмешил весь стадион своей фирменной шуткой. Джей Хоуп также призвал фанатов кричать еще громче. Шуга слегка улыбнулся и помахал рукой. Чимин выразил свою тоску по Эомэй во Франции. Затем настала очередь Тэхёна. Своим мягким голосом он сказал, что каждый раз, возвращаясь во Францию, всегда чувствует невероятно теплый прием. Он признался, что очень рад воссоединению со столькими фанатами, которые их ждали.
После этого микрофон взял Чингук. Он на мгновение замолчал, оглядывая стадион. Затем он сказал, что энергия фанатов в тот вечер была поистине необыкновенной. По его словам, пение Air May еще больше воодушевило всех участников, заставив их выступить как можно лучше. Это простое заявление было немедленно встречено долгими аплодисментами. Вскоре после этого концерт возобновился. Песня за песней исполнялись энергично. Сценическое оформление кардинально менялось. Огонь, лазеры, светодиодные экраны и современные визуальные эффекты делали каждое выступление не похожим на другое шоу. В середине концерта камера снова сфокусировалась на лицах участников крупным планом. Пот начал стекать по их лицам, но это нисколько не уменьшило их энтузиазма. Чингук продолжал бегать по сцене. Тэхён оставался спокойным, сохраняя свое фирменное выражение лица. Тем временем Джей-Хоуп продолжал оживлять атмосферу своими энергичными танцевальными движениями. В других местах концерта участники начали подходить к краю сцены, чтобы поприветствовать фанатов в первых рядах. Они принимали цветы, маленькие куклы и различные символические подарки, брошенные фанатами в соответствии с правилами организаторов. Тэхён несколько раз поклонился в знак благодарности. Чингук показал сердечко обеими руками. Участники BTS, казалось, несколько раз прерывали свое пение, чтобы послушать голос IOV, наполнявший стадион. Они гордо улыбались. Не из-за размеров площадки или великолепия сцены, а потому что понимали, что после стольких лет работы их песни по-прежнему страстно исполняются миллионами людей из разных стран. Когда наконец закончилась финальная песня, весь стадион встал и устроил долгую овацию. 7 участников BTS снова собрались в центре сцены. Они обнялись, похлопали друг друга по плечу, а затем вместе поклонились в знак уважения ко всем фанатам, пришедшим в тот вечер. Фейерверки снова осветили парижское небо. Army Bomb превратился в море прекрасного фиолетового света. Эта ночь стала идеальным завершением концерта, который запомнится тысячам присутствовавших на нем людей. Для Эрмы концерт BTS во Франции в 2026 году был чем-то большим, чем просто музыкальное выступление. Эта ночь символизировала долгий путь между BTS и их фанатами, которые поддерживали друг друга на протяжении многих лет. Когда наконец погас свет стадиона и участники покинули сцену, фанаты остались стоять один за другим. Многие не хотели уходить. Они продолжали смотреть на теперь уже пустую сцену, пытаясь запечатлеть последние воспоминания перед окончанием ночи. Потому что они знают, что каждый концерт BTS всегда оставляет после себя свою историю. И Париж в ту ночь стал свидетелем одного такого воспоминания, которое надолго останется в сердцах EMI.